Кто хочет просто обзор без прелюдий, в описании есть тайм-коды и, может быть, появятся полезные ссылки. Сегодня расскажу про недорогой китайский нож, а то американские складни уже надоели. Помню, как на нашем рынке появились складные китайские ножи Ганза, и это было прекрасно. Потому что складных ножей на рынке тогда особо не было, и по сравнению с остальными ножами Ганза было на уровне цена-качество. И это качество было выше, чем то, что делали у нас. Эти ножи неплохо взбодрили рынок, стали в какой-то мере даже популярными и в целом положительно повлияли на ножевую культуру. А в прошлом году в результате феерически неоправданных и до сих пор непонятных решений мы остались без значительной части качественных товаров, в том числе и ножей некоторых брендов. А другие бренды хоть еще и попадаются на полках магазинов, но уже совершенно по другим ценам и куда в меньшем количестве. На фоне такого дефицита в магазинах стали появляться условно новые, до этого малоизвестные бренды китайских ножей. И хоть уже прошло много времени и ножей было привезено немало, но как-то рынок они не качнули. Но рассказать о них нужно. Что это за импортозамещение такое? В центре рассказа сегодня будет компания QSP из Китая, основанная в 2017 году. Название, как принято у коммунистов, это плохо читаемая аббревиатура, типа ВЛКСМ и так далее. Данная же аббревиатура расшифровывается как качество, сервис, цена. И как я понял, дизайн и инженеринг ножей у них собственный, а не срисованный из популярных моделей других брендов. Итак, о ноже. Нож панголин. И в дизайне ножа, если захочется, можно увидеть некоторые очертания этого животного. Даже немного иронично после 2020 года купить себе китайского панголина. Комплектация богатая, интересно и качественно выполнена коробочка. Внутри выпрессовка под нож, текстура под бархат. В комплекте есть наклеечки, такое редко встретишь даже у премиальных брендов. Еще есть карточка с описанием ножа, и эта карточка прямо-таки переливается, в общем, дорого-богато. Клинок отлично обработанный, хорошо сведен, и к геометрии нет никаких претензий. Приятно выполнена внешняя обработка, клинок обработан в Stonewash, а спуски в сатин. Причем Stonewash виднеется и на обухе, и на плавнике флиппера. Все грани четкие, видимо станки что надо, но вот фасок на многих элементах просто нет. Так, к примеру, обух имеет достаточно острую грань. Тактильное ощущение сразу дает понять, что нож немного недоделан. Таким обухом будет хорошо работать по огниву, а вот таскать нож в кармане удовольствие сомнительное. Такие острые грани, конечно, могут подойти туристам и любителям бушкрафта, но сомневаюсь, что так и было задумано. Хотя нож полноразмерный, рукоять крупная, для ряда туристических задач нож отлично подойдет. Сталь клинка D2, не знаю, стоит ли про нее рассказывать, тут, конечно, на целый ролик есть чего рассказать. Но подобных рассказов на ютубе полно. Если хотите, то дайте знать в комментариях. Если вкратце, железка хорошая, главный минус, что это не совсем нержавейка, поэтому питинг, потемнение и прочие прелести поверхностной коррозии обязательно будут, дайте только повод. А с таким грубым сатином на клинке долго ждать не придется. В остальном сталь достойная и, наверное, самая популярная сейчас в бюджетном и среднебюджетном сегменте ножей. А вот рукоять – это то, на чем сильнее всего сэкономили. Не могу сказать, что все плохо и держать нож в руках отвратительно. Просто на взгляд искушенного в ножах человека все тут выполнено максимально просто. Два стальных облегченных лайнера, две толстые накладки из G10, пара бонок. Все максимально стандартно. Сами накладки хорошо профилированы и в руке нож ощущается хорошо, но вот визуально это выглядит как толстенный бутерброд. Болтики накладок не совсем хорошо вписаны в дизайн и немного выпирают и цепляются. Клипса жесткая, сделана качественно и крепится только с одной стороны. Вот здесь спасибо, догадались не делать лишних отверстий для ненужных опций. Темлячного отверстия тоже нет, кому как, а мне в целом пофиг, хотя темляк можно продеть через отверстие в клипсе. Замок здесь лайнер-лок, и лайнер тут самый простой, без сухаря. Как надолго его хватит, вопрос интересный. Пятка клинка вполне себе может иметь твердость в 60 плюс единиц. А вот прикален ли лайнер, не будет ли излишней выработки, вопрос, на который пока нет ответа.
Осевой винт крупный, но сделан под маленький торкс. Сомнительное, как по мне, решение, но не критичное совсем. Посадка клинка плотная для ножей этого ценового сегмента. Нож собран на подшипниках, флипует неплохо, но звук открытия благородным трудно назвать. В целом нож оставляет приятные ощущения, и если не придираться, можно даже получить удовольствие. Дизайн ножа своеобразный, но не уродливый. Эргономика есть, режет хорошо и стоит около $40. Для ножа со сталью D2 это отличная цена. Форма достаточно универсальная, и под большинство стандартных задач нож хорошо подойдет. Бонусом могу сказать, что щупал я нож еще одной новой китайской компании Artisan. Там, конечно, клинки обработаны трошки получше, но общий концепт такой же. Качественная металлообработка клинков на ЧПУ и достаточно средняя по качеству рукоять. Все подобные компании можно похвалить за смелость дизайна, но до точных и выверенных линий, как у метров индустрии, им еще далеко. Конечно, я щупал их бюджетные и очень бюджетные ножи. Эти компании имеют в своем арсенале и дорогие ножи с ценой выше $250. Там, наверное, качество куда лучше, но пока не пощупаю, не расскажу. Ролик получился коротким, но, надеюсь, содержательным. Видео сейчас публикую редко, с временем напряг. Да и YouTube особо не мотивирует к развитию, да и спонсоров у канала нет, так что работаю в свое удовольствие. Поэтому и темы в основном освещают скорее интересные мне. Но всем, кто пишет идеи для роликов в комментарии, все равно спасибо. Придет время, и я сниму ролики по вашим заявкам. А в завершении ролика спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Свое мнение можете оставить при себе или написать в комментариях. Лайки, подписка, репосты все еще очень важны в это трудное время. И еще не забывайте, что у нас есть группа ВК и другие соцсети.